Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Junior. С вами, как всегда, Яна. И это уже второй день финалов Академической лиги. Честно признаться, вчерашний вечер был не самым простым, как в целом и встреча с коллективом Mouse NXT. К сожалению, мы упали в нижнюю сетку, и уже сегодня мы сыграем с Академией BIG. И тот коллектив, который проиграет эту встречу, уже сегодня покинет этот турнир. Поэтому матч будет очень важный и очень эмоциональный. Как я уже говорила ранее, этот лан проходит без зрителей. Но я подумала, что вам будет очень интересно посмотреть, как же здесь все устроено. Именно поэтому мы приехали немножечко раньше, чтобы провести вам небольшую экскурсию по нашей арене. Сама арена находится в Киеве, территориально в районе ВДНХ. Арена небольшая, компактная, но очень красивая и уютная. И прямо сейчас мы с вами пройдем тот путь, который проходят каждый день все игроки этого турнира, начиная от входа в арену и заканчивая выходом на сцену. Вы до нас? Нет, спасибо. Добро пожаловать. Да-да-да, я видела. Этот магазин вы наверняка уже видели в нашем первом влоге. Если вы не посмотрели наш влог, то обязательно посмотрите. В этом магазине можно купить мерч разных организаций, в том числе и наш мерч. Тут у нас есть предыдущие коллекции, а вот новые коллекции вы можете купить в нашем магазине Shop Navi GG, где вы сможете приобрести не только вот такой вот крутой прокид, в котором игроки выходят на сцену, но и нашу новую бейзи коллекцию, которая вас приятно удивит цветами. Проходим длинные коридоры и попадаем в огромную лаунж-зону. У каждой команды на этом турнире есть свой отдельный лаунж. Находятся они близко друг к другу, да и в принципе разграничены просто баннерами. Поэтому как только команда делает какой-то невероятный клатч, об этом знают все вокруг. Подходим к самому красивому, любимому лаунжу на этом турнире – Navi Junior. В нашем лаунже ребята проводят на самом деле очень мало времени. Они оставляют здесь вещи, могут дождаться своей очереди и уже убегают на сцену. Поэтому в большей степени здесь сидят став команды. В нашем случае это я как репортер, многоуважаемый оператор, который снимает этот влог, менеджер нашей команды и наш бэбиситер. Это человек, который предоставляет организация и который сопровождает команду на протяжении всего турнира. Здесь мы смотрим игры, болеем и переживаем за наших парней. Также есть небольшая зона, скажем так, кейтеринга. Есть немного шоколада, немного фруктов, вода и напитки. То есть, в принципе, есть все необходимое для того, чтобы подкрепиться либо перед игрой, либо уже после игры. Ну, либо попросить Яну, чтобы Яна принесла прямо на сцену какую-то шоколадку. Такая опция тоже есть. Ну и достоянием нашего лаунжа является вот этот санитайзер, потому что он напоминает нам какого-то юнита из «Звездных войн». Поэтому мы его мило назвали DAS-2-D2. Напротив лаунжа Navi Junior находится лаунж талантов. Здесь сидят англоязычные аналитики. Здесь они могут посмотреть игру, немного перекусить, обсудить, и даже некоторые умудряются немножечко потренироваться. Перед аналитикой, перед второй картой, Пимп решил немного запампиться. Ну и, конечно же, сердце этой арены – это невероятная сцена, которая здесь двухэтажная. На первом этаже мы видим некий зал славы, где располагаются такие красивые тарелочки, и на них изображены все логотипы команд-участниц, даже те, кто уже покинул этот турнир. Честно признаться, мне эти тарелки напоминают немного пабгерские сковородки. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В любом случае, Виплей, если что, мы с удовольствием заберем такую тарелочку к нам в офис. Она нам очень даже подойдет по интерьеру. Okay. По левую и правую сторону от центральной сцены находятся рубки комментаторов. Ребята находятся прямо под игроками и комментируют все происходящее на ваших экранах. Вчера на комментировании был Энканис и Страйк, а сегодня уже будет Ухо, поэтому трансляция обещает быть эмоциональной. Погнали на второй этаж. Вот именно на втором этаже и происходит вся магия на этом турнире. Ребята выходят на сцену, приветствуют зрителей трансляции и уже проходят на свой балкончик. Балконы игроков находятся друг напротив друга. Игроки сидят face-to-face. Но как только начинается матч, между командами опускается шторка, дабы игроки не чекали позиции друг друга при помощи тех же условно флешек.
Ну что, друзья, что у нас по аналитике? Na'Vi Junior упали в нижнюю сетку, играет сегодня с командой BIG. Мы уже с ними встречались на отборочных к финалам. Дважды их обыгрывали, поэтому сегодня мы тоже обыграем Академию BIG. Они покинут этот турнир. Потом, скорее всего, NIP к нам тоже упадут в нижнюю сетку. Мы проходим NIP, выигрываем Mouse NXT, забираем реванш. Ну и мы чемпионы, победители этого турнира. Как по мне, план просто идеальный. Очевидно, вы, когда смотрите трансляцию, вы даже не подозреваете, что стулья у аналитиков прикручены, они даже не двигаются. Ну, может быть, немного двигаются, но никто этого не заметил, поэтому слава богу. Здесь есть у ребят мониторы, они могут наблюдать за игрой, а во время перерыва они могут спуститься в лаунж, уже немного перекусить и отдохнуть. Как вы видите, подготовка перед турниром, перед первыми официальными играми этого дня идет полным ходом. Ребята все тестируют, настраивают. Уже совсем скоро мы выйдем в прямой эфир. На этом наша экскурсия маленькая подошла к концу. Надеюсь, вы смогли погрузиться во всю эту атмосферу. И я думаю, что наши парни уже приехали на арену, поэтому погнали к ним в лаунж, узнаем, как же у них настроение перед игрой. Ain't nothing but W's, man. I ain't taking no L's, no way, no way. Big Benz, yeah, I'm coming through it, man. In the back of the CLA. Hey, dime piece in the front row, man. And you know that you think about me, Ребята сейчас сетапятся, настраивают свои девайсы, и прямо сейчас Фир и Амиран пошли пикать карты. Погнали. Итак, у нас Инферно, у нас Оверпас и на Десайдер Мираж. Будем надеяться, что закроем 2-0 и пройдем играть с Ебаном. Погода новости. Сегодня будет пасмурно. Как у тебя настроение перед игрой? Хорошо все. Да? Все нормально? Да. Думаешь, сегодня будет спокойно? Я думаю, все будет спокойно. Вчера перенервничали очень сильно, отдали свою игру. Но это первый лан, ребят, поэтому главное, нам надо сегодня победить, и завтра все пойдет, чтобы вся эта нервозность спала. А как думаешь, завтра с кем придется играть первый матч? Я думаю, будем с Маус играть. С Маус? Да, я думаю, что Нипы сильнее, чем Маус. Но или может, мы, правда, вчера неплохо играли, кроме первой карты и второй стороны. Второй, короче, в общем, мы так себе играли, получилось. И, я спешу это больше на нервозность, потому что мы, на самом деле, достаточно хорошо готовы на всех картах. И тут, как бы, дело, в первую очередь, ребята. Если не будет опять 300 пульс, то все будет хорошо. Надеюсь, поэтому, да, я думаю, сегодня будет уверенная победа, если что, вырежете. Давай, молодой. Эмоций больше, эмоций. Ты же можешь, я знаю, да? Можешь? Можешь в эмоции? Даня. А он меня не слышит. Он меня не слышит, ты понял? Эмоции, эмоции. Да, эмоции. Кэп кричит, или тренер кричит. Один за всех, и вы в унисон в один голос. И все за одного. Когда ты увидишь, как у тебя соски станут. 50 будет. Ты прочувствуешь. Лёш, у кого, как не у тебя, спрашивают о эмоциях и впечатлениях после первого игрового дня? Что скажешь? Слушай, во-первых, опять же, я рад вернуться на LAN, потому что, как ты знаешь, у нас мажор был все-таки студийный формат. Первый сезон у нас был здесь LAN. Мне уже чуть-чуть, знаешь, я чувствую, что мне не хватает зрителей, что хочется, чтобы кто-то орал в зале, чтобы были какие-то эмоции. Ощущения, то есть, как бы, беги, там... наелись, как бы игры не было никакой. Благо Na'Vi, несмотря там, на игру на первой карте, собрали рамы, показали хорошо Инферно, и на Мираже немножко не хватило, не доиграли, не знаю, то есть там есть уже какие-то причины, этого поражения. В целом впечатление классное, я сегодня надеюсь на то, что будет больше экшена хорошего, и как бы верим в команду, получается. Скажи мне честно. Честно. Честно-честно. Честно-причестно. Честно-честно. Давай. Видишь ли ты Na'Vi Junior в финале этого турнира? Смотри, чисто по математике сейчас обыгрывают бигов, Нипы проигрывают Маузам в лузерах, и встреча с Нипами в лузерах за выход в финал. Если команда может и готова побеждать Нипов в лузерах, то да, это финал. Может, конечно, произойти такое, что Нипы там обыграют Маузов, но Мауза, вот я смотрю за ними уже второй сезон,
они очень крепко играют. То есть там индивидуалочка очень крепкая, такая сильная, то есть скиллуха там наравне, ну и тимплей тоже понятно, у них отличные, хорошо заряжают, то есть по эмоциям классно выступают, реально, топчик. То есть Мауза, это вот, знаешь, они пока вне конкуренции. Вот команда Нави, она может лучше, и это видно. Мне кажется, что, знаешь, вот этот опыт, да, этот лан, он здесь будет одним из ключевых факторов в становлении команды далее. То есть, во-первых, это понимание самого лана, да, осознание того, что я сказал. И, во-вторых, на будущее это очень хороший такой, знаешь, как бы фундамент. То есть это подготовка для того, как мы дальше уже будем становиться чемпионами. Один за всех и всем за одного! Мне смерть добавляют. Это баг. Мне смерть добавляют. Против тебя не любят. Ну что, Даня, сегодня вы выглядели уже на порядок увереннее. Да, вчера все-таки у нас была первая лан-игра, первая карта. Мы играли по факту почти без наушников. Мы играли без капелек, и было очень плохо слышно игру. Это был Ancient. Вот, на сегодня мы уже увереннее в капельках. Хорошо играли, хорошо общались. И у нас все получалось. Завтра игра с Непами, очень важно. И потом финал. Ты прям уверен, что будут Непы? Кстати, они еще не сыграли. Ну, я думаю, Мауза выиграет Непов. Мы выиграем Непов потом. Ну, будем посмотреть уже завтра. Я думаю, что мы сыграем и с Непами, и с Маузами, я так надеюсь. Да. В любом случае, давай с тобой обсудим немного первую карту. Аверпас, пик соперника. Довольно-таки легко прошел для вас, как мне показалось. Да. Хотя Родион сказал, что были моментики. Ну, поначалу просто у нас был стрик, потом они взяли пару раундов, у нас не было экономики. По какую игру? Счет получился 10-5. Хотя мы вообще по факту могли закрыть там 12-3. Но им респект, что они старались до последнего. Но это тоже надо уважать такое. Ребята только что за кадром сказали, что у Бегов есть традиция покидать турнир первым. Ну, бывает. Главное не сдаваться. Переходим ко второй карте. Наш пик. Инферно. Мы впервые пикнули Инферно. И закончили с таким разгромным счетом. Мы когда сидели в лаунже, мы с ребятами смеялись, что вы хотите быстрее закончить игру, чтобы вернуться домой, покушать, отдохнуть, выспаться. Да не, мы об этом не думали. Мы вчера решили пикнуть Инферно. Мы думали между Эншентом и Инферно снова. Так мы вчера Эншент вообще не показали. Ну, просто, не знаю, нас выиграли 16-3. Вот. Но в итоге мы решили пикнуть Инферно, потому что у нас оно неплохо получается в последнее время. И выиграли без шансов тоже.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? Я впервые вижу. Дальние закинь. Вот так, да. И... Тихо, только чтобы не упал. Алхимик. Сила, мощь в этом человеке. Wake up with no damage. Lobster tail for dinner. Coolio some. Будете давать? Да. Давайте туда. Бах, бах, Аварий бах, бах. И... Вижу цель, Не вижу препятствий. Жень, ты, по сути, являешься идейным вдохновителем всего проекта Na'Vi Sportscamp и Na'Vi Junior тоже. Какие эмоции ты испытывал, когда парни впервые выходили на сцену? Спасибо за такие слова, но на самом деле это групповая работа была, и Андрюха, и Кэмп, и это уже двухлетний проект, по сути, сейчас. Изначально ставили себе задачи воспитания отдельных каких-то персоналей, но сейчас, конечно, уже, как и у любого ростера Na'Vi, есть ожидания и побед. В общем-то, приятно наблюдать, что парни прогрессируют, приятно наблюдать, что прорвались на LAN, так как первый сезон все-таки не так сыграли, как мы рассчитывали. Вот. Очень надеюсь, что все-таки удастся ребятам и финал пройти, и надеюсь его выиграть. Но приятно наблюдать, что воспитанник Академии уже в основе, чемпион мажора, надеюсь, топ Hell TV. И на подходе много ребят, и вообще это стратегически важный проект для клуба, поэтому я счастлив. Как тебе в целом игра наших парней на этом турнире? Что можешь сказать? Кардинально отличаются два матча, то есть первый матч явно нервы, в целом вроде зрителей нет, но LAN, выход на сцену, софиты, там, камеры и так далее. Вот, поэтому кажется, что это сработало, и они волновались где-то слишком. Это и по включениям тимспиков слышно было, то есть нечеткие колы, много рандома было. Вчера очень уверенно, в целом, как всегда. Вот что будет сегодня, посмотрим. Пока сложно сказать. Очевидно, наши парни переживали, хоть и тщательно пытались это скрыть. Помнишь ли ты свой первый LAN? И как это прошло? Нет, слушай, в наши времена было все проще. Зрители стояли за спинами, то есть там 5 человек, которым повезло прорваться за спины. На аренах я никогда не играл, даже когда я там на СВЦ ездил в 2004 году, это был такой большой ангар, где просто все сидели. То есть давление комьюнити, давление зрителей у нас не было, в принципе, не существовало. Поэтому и нервничали мы наверняка меньше. Тем не менее, я хорошо помню, что такое пульс в моменты, когда ты, например, в клатче остаешься, это и дома может происходить. Вот, поэтому мой опыт нерелевантен, а ребята сейчас в таком возрасте подвергаются очень серьезному давлению, и еще и играя в Na'Vi, да, где, в принципе, все под прессором изначально. Первая карта Overpass уже стартовала. Хотелось бы узнать твои предикты на первый матч. Я надеюсь, что они пройдут в финал. Мне кажется, что на турнире самым таким грозным оппонентом выглядит как раз Мауза. И, в принципе, и в прошлом сезоне это было заметно. И чуваки, которые там играют, это такой, крепкий, там, тир-2, тир-3. Ребята, которые играли на серьезном уровне, прежде чем попасть в Маус Академию. Чуть другая модель, она не похожа на нашу. Мы берем раньше и растим, а они взяли уже таких, 17, 18, 19 лет и достаточно сильных ребят. Вот. Что будет конкретно сегодня в матче? Кажется, что если поборят нервозность, то мы должны проходить финал. Будем надеяться, что Оверпас, не оверпас, не знаю, не буду делать прогнозы. По сумме карт, думаю, что мы пройдем. Кайф. Будем надеяться, что так и будет.
хорошо, это было хорошо. Усы на нип? Ладно, окей, ставлю усы на нип. Усы на нип принято! Все, усы на нип. Ха-ха-ха! Нави, оставьте меня без усов! Дай пожрать людям, дай сфоткаю твои усы. Как ты будешь их брить, объясни мне. Как ты будешь их брить? Амиран говорит, я хочу их сбрить. Поставил усы на нипов. Юра, ты такой тупо усы просто... Ты камеру закрываешь, ты можешь на камеру работать? Так, держи, так. У меня рот в... Так. 1 minute later. Ну так и не жили. Сначала у них ничего не было, а потом у них все украли. Непу мы обыграли на этом лане, а Маузу обязательно обыграем на следующем. У нас теперь будет с вами еще одна задача. Нельзя же все за один раз делать, правда? Ладно, я не могу говорить. Ну, спрашивать что-то. Тут нечего говорить. Опустошение. Давай начнем с первой карты. Наш пик. Даст 2. Даст 2. Непов скипаем. Ну, на самом деле, давай начнем, наверное, с Непов. Насколько вообще победа над Непами дала вам буст? Я бы сказал, ну, мы чуть-чуть много сил на них потратили. Первую карту Overpass мы там свои моменты отдали, на Дасте у нас был хороший геймплан. Ну, скандинавы вообще не понимали, куда им бежать. В третьей уже ну, не было плана на скилле, на эмоциях, на вот этом вайбе выиграли. А с Маузами Даст 2 свой залили, да и верти... Извините, да нечего сказать. Отдали свое опять. Просто один раз это случайность, 2 раза это окей, еще раз случайность, а 3 раза это закономерность. Мы у них еще ни разу не выиграли. Хотя мы не пов камбэк, тяжело что-то комментировать. Как думаешь, это связано скорее с волнением, отсутствием опыта на ланах? Или, может быть, очень много было индивидуальных ошибок?
Давай судим на то, что нет опыта на лане. Вот, например, я слишком много дал сил с снипами, и мне было тяжело с ноуспорт. Не знаю, как ребятам. Первый лан, понятно, в первом матче это вот реально было чувствовалось, было давление, ну, в плане эмоций, типа, ты волновался. Сегодня не сказал, что это так было. Ну, в начале с снипами, а дальше было окей. Я бы не сказал из-за того, что мы проиграли, что мы волновались, нет. Хорошо, давай не будем о грустном, потому что я вижу, что сейчас атмосфера команды не самая хорошая, ребята немного расстроились. Но в целом, как тебе эти 3 дня? Первый наш лан. Мне очень понравилось 10 из 10, 11 из 10. Оператор турнирный, организация, всем спасибо, слова благодарности, это большой опыт для нас. Да, наверное, в конце уже по традиции скажи пару слов фанатам и болельщикам, которые переживали все эти 3 дня вместе с нами. Ребят, большое спасибо за поддержку, мы его реально чувствовали. Все ваши сообщения в Инстаграме, возможно, не отвечали, но мы их точно читали и пересматривали. Извините, что мы вас подвели. Спасибо.